Приветствую, я Джо. Я пишу книжки, читаю их, бомблю своим друзьям, то бишь оставляю свои честные отзывы на произведения. Как-то раз мне моя сестра сказала: «Тебе бы рецензии писать». Но я подумала, а почему бы и нет? Поэтому сегодня, таким прекрасным днем или вечером, какое у вас время суток, мы собрались по такому же прекрасному поводу. Честный обзор на особое мясо Агустина Бастерика. Проще говоря, сейчас будем обсазывать данную книженцу. И сразу предупреждаю, в видео присутствует брань и спойлеры. Кто еще не в курсе, эта книга нифигово так дала шуму на буктоке благодаря антиутопическому сюжету. В мире появился смертоносный вирус, поражающий всех животных, от мала до велика. Вот идешь ты на пути собака, милая такая, классная, гладишь ее и бац, у тебя нет полруки, да и к тому же ты теперь умрешь. Поздравляю, пиши завещание. Или зарезали вы барашка на праздник, поели, приятно провели время, перемыли всем дальним родственникам косточки. Бум! В твоем организме зараза. Возвращаемся к первой концовке. Антидота болезни нет. Ну согласитесь, ни разу не козырно. Оттого правительству и пришлось уничтожить всех животных. Ну почти. Запретить употреблять их в пищу, заставить людей ходить с зонтиками на улице. Мол, не дай бог птица на голову нагадит, и тебя хватит вирус. И самая соль романа. Правительство легализовало каннибализм. Либо ешь ты, либо едят тебя. А морально? Да. Противно? Безусловно. Интригует? Лол, спрашиваете. Часть первая. Нас встречают 3 цитаты. Последняя гласит: его мимика, его взгляд были настолько человеческими, что меня охватил ужас. Главного героя зовут Марко Стеха. Узнается это из реплик других персонажей по мере прочтения. С одной стороны, постепенная подача инфы прием прикольный. С другой стороны, ты постоянно теряешься. Лично у меня горело с этого он, ибо фигурирующих в сценах лиц мужского пола достаточно, чтобы запутаться. В молодости Маркос работал на скотобойне отца Кипарис до так называемого перехода с животного мяса на человеческое. Теперь он работает гендиректором на мясокомбинате Крига, где забивают настоящих людей. Но вот проблема, людьми их не зовут. Головы, скот, товар, самцы и самки, но не люди. Слова «смерть» и «казнь» также не употребляются. Все настолько строго, что если он вякнет подобное, то его самого пустят на особый шашлык. Правительство гасит всех. Аллюзия на наш мир воплоти. Про отца. Дон Армандо страдает от старческой деменции, плюс у него поехала крыша из-за перехода. Маркосу пришлось отправить его под надзор пансионата «Новый рассвет». Там он и обворожил одну из медсестер и по совместительству будущую жену Сесилию. Далее мы узнаем, что она уехала к своей маме после смерти их сына Леонардо, причем детей они не могли завести, несмотря на долгое лечение. Они прошли через тернистый путь, и вот, казалось бы, наконец-то они и сами завелись ребенком. Он умер внезапно и скоропостижно. Маркос перестал хавать людскую продукцию, у Сесилии психично порушение, и она толком не связывается со своим мужчиной. So he has no bitches anymore. I mean, not yet. Как правило, ему звонит теща и докладывает, что жене все еще паршиво, но она уже поправляется, ей просто нужно время. Все начинается с прихода воспоминаний с комбината и просыпается ГГ в холодном поту. Эти воспоминания будут преследовать его постоянно. Он ловит откровенный тильт ситуации в мире, когда большинство уже смирилось. У Теха ежемесячный городской объезд партнеров Крига. Первым делом он направляется на кожевенную фабрику сеньора Урами, что терпеть не может мир, однако у него мощный фетиш на кожу. Японец, что сказать. Вся фабрика провоняла химикатами, гниением и прочей ересью. В помещении стоит жуткая тишина. Маркос встречает Урами, они проводят деловую встречу, японец балдеет, Маркос молчит и кивает, а потом едет дальше к заводчику Гринго. Гринго — это, если что, прозвище, которое латиносы дают преимущественно белым американцам. Перед этим он звонит не Лиде, медсестре, ухаживающей за его батей. Она заверяет, что старикан в норме, хоть у него и бывают приступы, но ты не беспокойся, все у нас пучком. В питомнике мимо заводчика Маркос встречает немца с новомодным переводчиком. Его зовут Эгмонт. Иди читай книжку, собирай кубик Рубега. И он хочет закупить скот. Гринго проводит ему экскурсию, и ГГ время от времени дает ему втыки за предыдущую побитую партию. Людей выращивают как животных в отдельных клетках, чтобы они не быковали друг на друга. Им клеймят лбы, удаляют связки и разводят, как на ферме. Есть даже самец-ищейка из ПЧП, который определяет, готова самка к осеменению или нет. ПЧП — это первое чистое поколение, не подверженное геномодификации и не получившее инъекции для ускорения роста. Короче, кошерное мясо для элиты. Эгмонт отвлекается, Гринго подходит к ГГ, снова оправдывается и обещает, что следующая поставка будет лучше. Они еще какое-то время бродят, обсуждают бизнес, и под конец Гринго предлагает им сэндвич из нежного мяса младенца, забитого несколькими работниками. Маркос отказывается.
Хочется шуткануть, мол, на, пробуй, пока мамка не видит. Но мать его мертва. Все таращатся на него, ибо как можно отказаться от такого деликатеса? Однако подначить его своими взглядами у пацантре не выходит. Тех от дома горюет у кроватки своего мертвого сына. Ему нужно сжечь ее к приезду жены, но он не может себя заставить это сделать. На утро ему привозят посылку и просят расписаться в накладной. Он, конечно же, ничего не читает, и внезапно ему впихивают самку из ПЧП в подарок от Гринго. Маркос отнекивается, мол, зачем она ему вообще нужна? А курьер лихо съебывает с места преступления, и самка остается у ГГ. Он звонит заводчику, предъявляет ему за лютый выкрутас, тот отмахивается. Ясно, отныне самка будет жить в сарае. Объезд продолжается, на повестке дня самая муторная и безрадостная часть – мясные магазины. Приходится ехать в город, отчего он опять ловит тиль с опустошенных улиц. У мясных лавок есть и свои приколы. Чтобы оптимизировать продажи гниющего мяса, люди обрабатывают его. Закачивают всякие химикаты, добавляют специи, ясен пень хранят исключительно в минусовой температуре. Уже разделанное мясо получает вкусные маркетинговые названия. Слово «руки» заменили лапками, а то и вовсе ладошками. Ноги — это нижние конечности, особые подносы с языками, пенисами и так далее ласково называют деликатесы от сеньора Спанель. Ну, это так, к примеру, уси-пуси прямо. Кто такая сеньора Спанель? Она владеет одной из мясных лавок и сотрудничает с Кригом, причем на переход ей вообще фиолетово. Что свинину рубить, что человечину, какая разница? Главное, лаве капает. Ранее также работала на кипарисе и разделала мясо, и один раз чуть не разделала молодого Маркоса на столе. Вернее, оседлала его. Вытрахала. И сразу же отгородилась ледяной стеной. Типичный арбузер, что сказать. Итак, Спанель напоила теха вином. Они закурили, у них происходит неловкая беседа. Сеньора рассуждает о смерти, Маркос отпускает комментарий, на который она косится. И, разобравшись с документами, ГГ сваливает при первой же возможности. Домой он возвращается поздно, зато со специальным кормом для домашнего скота. Он бесится с самки, но ухаживает за ней и подчеркивает, насколько она сытся от страха. Кстати, иногда буквально. Утром его будет Нелида и по мобиле заявляет, что у старика был приступ. Он опять оборачивается депрессариком, предупреждает Крига о задержке объезда, а тот, в свою очередь, предупреждает его о 2 кандидатах на работу и предстоящем собеседовании. У Маркоса созвон со своей сволочью сестрой. Пардон, у меня личная неприязнь к этому персонажу. Он рассказывает Марисе про отца, и что ей бы стоило проведать его, ибо она ни разу этого не делала. Но, увы, ей далеко не до этого. Она находит миллиард оправданий. Дети, школа, универ, туда-сюда медведь сгорел. Мариса заботится только о своем статусе и примитивных, но для нее обязательных целях на жизнь. ГГ ее поведение тоже не импонирует, но послать он ее не может, потому что они родственники. Заглянув напоследок к самке, он ездит в пансионат и останавливается у заброшенного зоопарка. Ходить туда опасно. Собственно, его это не волнует, и он идет туда. Маркос вспоминает, как они тусовались с отцом, как в зоопарке было клево, сколько там было людей и животных, а сейчас территорию бороздят лишь неотловленные стаи собак и украшают граффити, включая свастики, оставленные подростками. Наконец он приезжает в дом престарелых, его проводят в комнату ожидания, после чего он встречается с Нелидой и отцом. Они обсуждают приступ, и Теха подписывает бумажки. На комбинате он долго курит сигарету, просто потому что не хочет заходить. В кабинете Крик докладывает об охраннике, что злоупотребил, проще говоря, изнасиловал самку из ПЧП до смерти. На минуточку это запрещено законом. Помимо 2 кандидатов, Маркосу придется париться еще и с этим. Барабанная дробь. Начинается самая интересная часть, но я расскажу вкратце. Есть 2 чучмека, высокий и короткий. Высокому будет постоянно плохо, он вызывал у меня натуральный нервяк, я эметофоб. А короткий на голову тронут, и его в конце выгонят. Маркос проводит им экскурсию по комбинату. Есть сектор предзабойного содержания, где воняет говной. В этом секторе все процессы происходят тихо, чтобы лишний раз не пугать скот. Страх влияет на вкус мяса. Там особи моют, осматривают и обильно поют, чтобы прочистить им кишечник. Следующая зона боксового содержания. Оттуда скот отправляет в участок обезболивания, и мы встречаем нового персонажа Серхио. Ровный мужик без лишних бзиков. После смерти сына Маркоса достойно поддержал его. Знак качества мужику ставлю. Серхио работает забойщиком, и один из немногих пользуется киянкой, что говорит о его опытности. Скажи лук, по лбу стук. Собственно, вот и весь процесс. Тело самки, за которой они наблюдают, обмякает. Ее транспортируют в разделочное помещение на кране балки. Ей разрезают шею, она падает в резервуар для ошпаривания, потом ее окончательно обрабатывают, разделывают и сортируют. Остатков от ее тела почти нет, а все, что действительно осталось, перекидывают через забор падальщикам. Падальщики по факту маргинальные бичи. Они готовы съесть все, что является человеческой продукцией, то бишь мясом.
Перед приходом обратно в офис Теха на первый взгляд звонит теща. На деле ему звонит жена впервые за долгое время отъезда. Сесилия запускает шарманку, что она еще побудет у матери, а ГГ становится грустной, он деликатно предъявляет ей. Не только же ей тяжело после смерти Леонардо, но в натуре жалко мужика. Дома он нажирается вискарем, уничтожает кроватку и сжигает ее. А затем идет к самке с топором и перерубает ей ошейник. Ему уже все безразлично, он засыпает на лужайке. Сны ему снятся хаотичные и конченые. Проснувшись с похмелья, Маркос обнаруживает, что самка спит рядом с ним. Он в шоке, но ложится ближе, чувствует от нее тепло и дикий запах жасмина. Тут его накрывает желание. У меня яйца горят, сука, потому что у меня не было секса 3 месяца. Он резко вскакивает и едет в лавку с панель. С панель он выебал на разделочном столе, как и она его некогда. Конец истории, парам-парам-пам. После смачной мести ему звонит сестра и заставляет приехать в гости. Он не хочет, но надо. Мариса колупает ему мозги, несет всякий бред, и на десерт просит его привезти и домашнюю скотину. Так что фейспалм ловит не только ГГ, но и я. Он отказывает. Через какое-то время приходят личинусы сестры и обсуждают, какой Маркос был бы на вкус. В итоге он сам им говорит, какие они были бы на вкус, и вальяжно уходит. Зоопарк. Да, опять. Маркос бродит по клеткам, вольерам и наблюдает на щенков в террариуме. Он тискает их, играет, дает им имена, невольно вспоминает и про своих почивших собак. Тут появляется голодная стая, рамсить с ними желания нет, он еле-еле убегает оттуда. К слову, в будущем он обнаружит гребаных подростков, которые поочередно убьют щенков. Я хоть и не любитель собак, но ощутил себя вот так. Благополучно удрав от собак, Теха таки моет самку под, дождем, и, видимо, он вспомнил про свои горящие яйца. Он злоупотребляет ей. Brother, what's that? Часть вторая начинается с разноса ваших последних нервных клеток. Самка залетела, 8-й месяц беременности, зовут ее теперь Жасмин, и он пытался сделать из нее нормального человека. ГГ находит успокоение в самке, и кажется, что он в натуре любит ее, позабыв о жене. Изменщик. С этого момента меня начало тошнить от аморальности его поступка в рамках их мира. Я сама уже пропиталась атмосферой каннибализма, и это ощущается не то как надругательство, не то как зоофилия. При всем при этом Маркос не может заявить, что он отец ребенка. Напоминаю о статье за злоупотребление. Чтобы все было легально, к тебе должна приехать спецслужба и запечатлеть искусственное осеменение на камеру. Маркосу пора улепетывать на комбинат, ведь туда приехали чуваки из секты самопожертвования. Они считают, что во всем виноваты только люди, и, кстати, правы, но их мотивы странные. Типа, блин, я говно, я не приношу пользу. Надо, чтобы меня сожрал кто-то, кто нуждается в пропитании, я принесу пользу. А если что-то идет не так, то они и вовсе могут тормознуть работу всего цеха. Их мясо отдают падальщикам, и после успешного жертвоприношения Маркос мило проводит время с Жасмин, в то время как я беру суточный перерыв от книги. Да, мне стало настолько хреново, и мне было противно не из-за каннибализма, а из-за этой беременной самки. События продолжаются на охотничьем хозяйстве Урлита. Он закупает особо буйных самцов и беременных самок у Крига. Объясняется это тем, что самки в период вынашивания своего чада стараются защитить себя любой ценой, и, видимо, хорошо бегают с больной поясницей. Однако на охоту в виде жертв принимают и обычных людей, что хотят расплатиться со своими долгами. Им дают срок на то, чтобы выжить, и если ты реально выживаешь, то поздравляю, твои долги погашены, шуруй домой. Урлит проводит Маркоса к выходу, но из-за угла выпрыгивает Геррера Ираола и зазывает его на обед из мясодобычи как раз-таки с именем и фамилией. Впервые за долгое время Теха перестает быть веганом. Ты больше не армянин. И ему даже нравится это, а Геррера выебывается своим владением английского языка. Сделано это вот так. Потом происходит иконичный момент, с которого я ржала в голосину. «Сына, ну ты, пидор, на районе больше не появляйся». Ночью ГГ заваливается инспектор контроля содержания домашнего скота. Ранее, благодаря связям, Маркос уклонялся от осмотра самки и просто подписывал бумажки. В этот раз шиш ему с маслом, отчего он начинает нервничать. Жасмин с ее животом ни в коем случае нельзя показывать. Он выкручивается как может, и вау, ему это удается. Инспектор уезжает, Маркос плачет и засыпает в объятиях самки, все счастливы. Но... Счастье, как правило, длится недолго. Ему через 2 дня звонит Нелида с уведомлением о смерти Дона Армандо. Он пулей мчится в пансионат. По дороге снес вывеску зоопарка, а на месте Нелиды замечает, что Маркос изменился. Еще она рассказывает, что его сестра неожиданно решила заняться поминками, конечно же, ради своего статуса, и Маркосу это совершенно не вкатывает. Старика кремируют, Теха рассеивает его прах в зоопарке, а в урну набирает песок с грязью. Мариса, соси. На работе ему говорят, что он может взять отпуск и не ехать к еще одному партнеру, сеньоре Валке.
то бишь в ее конченую лабораторию. Он же отвечает, что поедет, но в последний раз. Крик не понимает прикола и пытается добазариться с Маркосом, но в результате терпит крах. В лаборатории мы встречаем и саму Валку с палкой, ибо ее грызанула одна из подопытных особей. Помимо скота, она тайно держит в лаборатории животных. Что мешает ей остановить вирус, спрашивается. Валку не любят все поголовно. Она часто возвышает себя над остальными и нахваливается. Вместо привычной галантности в общении с ней Маркос тупо ее игнорирует и в конце концов уходит. На поминки Теха не торопится, а в их разгаре он закрывает свой последний гештальт и шлет сестру нахуй. Ура, победа! Урна с парашей остается у Марисы. Маркос направляется домой, его дергают на мясокомбинат на полпути. Выясняется, что эти чучмеки-падальщики устроили кровавый замес и порешали всю новую поставку скота вместе с курьером. У секретарши истерика, Маркос с Кригом кумекают по поводу решения проблемы. В итоге ГГ вкидывает жестокий план, от чего ему становится не по себе, и он уезжает обратно домой. А теперь внимание! Мы подошли к завершению этого атаса, и если вы не хотите заспойлерить себе концовку, она реально стоит того, настоятельно рекомендую перемотать на этот тайм-код. Оставшиеся приготовьтесь к разрыву очка. Упси-дупси, Теха обнаруживает, что Жасмин рожает. Ее прежде времени сохранять невозможно. Началась Вода у нее желто-зеленая, что опупеть как плохо, и он в срочном порядке вызывает на дом Сесилию. По приезде она впадает в шок и возмущается на мужа. Он ее умоляет проявить себя как медсестру, ее переклинивает, и она проводит роды. На свет появляется мальчик. Хэппи-энд, семья воссоединяется. Маркос окрестил ребенка их Сесилия сыном, в то время как побитая жизнью самка тянется к своему малышу. Бум! Плот-твист. Маркос оглушает самку, чтобы разделать ее в сарае. Жена спрашивает, зачем он это сделал, и он ей отвечает. Взгляд у нее был. Ты заметила? Слишком уж человеческий для домашней скотины. Oh my God. Oh my God. Вспоминаем ту цитату из начала. Я откровенно охуела, хоть и предполагала множество развитий событий. Если честно, меня и по сей день будоражит такое завершение, и именно концовка добавила несколько баллов к роману. Вывод. Do not mess with us Latinos. Что касается моего впечатления. После прочтения сам задумаешься о попадании в мир с вирусом, что случилось бы с питомцами. Мне было бы дико жалко отдавать свою кошку на усыпление, я бы этого и не сделала. Но уверена, что она бы с радостью отдала меня на скотобойню. Сюжету я ставлю 6,5 из 10. Для меня его развитие оказалось слишком монотонным. Маркосу сопереживать тяжеловато, создается ощущение, будто ты изолирован от героя. Так еще и в прочтении книга далеко не легкая. Мне приходилось по много раз перечитывать одни и те же отрывки, чтобы вникнуть. А занялась я ей после исповеди, на которую я бы тоже хотела сделать обзор, где повествование ведется от первого лица. В книге до хрена ошибок, как в оформлении, так и в тексте. Где-то буквы слабо пропечатаны, где-то прямо жирные. Многие оставляют гневные отзывы на ее состояние. Исходя из этого, я пришла к выводу, что это очень галимый, паленый самиздат. Так мало того, роман пришел мне вот в таком виде. Ну и дерьмо. Хреново печати ставлю 3 из 10. Читать это или нет, думайте сами. Книга неплохая, но на любителя. Я бы не стала советовать особое мясо всем подряд, а лишь тем, кто действительно заинтересован в данном произведении. Душевно благодарю за просмотр, надеюсь, вам понравился обзор. Bye, bitch.